Коротко о том, как мы живем в Одессе. В центре нет электроэнергии, везде работают генераторы. Просто возле каждого магазина. И куда же мы с вами идем? Посмотрите, многие одесситы узнают это место. Мы идем на одесскую книжку, на книжный рынок. Всем привет из Одессы. Вышла на секундочку хоть с вами поговорить с книжки, потому что так громко работают генераторы, и там тоже нету сейчас света на рынке, вы меня просто не услышите. Одесская книжка – это такой же легендарный рынок, как Привоз и 7-й километр. Говорят, что он входит в эту тройку самых колоритных рынков Одессы. Посмотрим, как сегодня одна живет. Так, приехала я на книжку не просто так. Посмотрите, какая очередь. Я не знаю даже, сколько здесь стоит человек, но все стоят здесь с одной целью, потому что на книжку стали привозить плов, вкуснейший плов. Посмотрите, сколько мяса в нем, и как это все аппетитно выглядит, и какой здесь объем этого плова. И здесь, почему такая очередь образовалась? Потому что это все стоит недорого. Смотрите, плов плюс салат 150 гривен, о, собачка оценила. Кебаб плюс салат тоже 150 гривен, а если хочешь половинку порции, 80 гривен. Вот, посмотрите, как это все аппетитно выглядит. Так что, если вы захотите отведать вкуснейшего плова, то можете приезжать на книжку. Я, честно, хотела тоже купить, но посмотрите, сколько здесь людей, поэтому в очереди стоять мне не хочется. Обед здесь достаточно вкусный. Сразу чувствуется, что сейчас час дня, и все проголодались. Людей очень много. Когда-то на книжке было можно купить различные книги, обменять видеокассеты, диски. Рынок существует еще, по-моему, из 90-х годов. Тоже еще до сих пор вот книжные прилавки остались. Но сейчас здесь уже можно приобрести и много чего другого. Во-первых, здесь появилось много кафе, где можно перекусить, и многие сюда приезжают. Здесь появились магазинчики с импортными продуктами. Здесь можно купить технику. Здесь можно купить какие-то интересные продукты за границей. Вот, пожалуйста, например, рыбку и корочку. О, посмотрите, какие баночки с икорочкой. Крабы. Ну, такое не везде найдешь. Крабы можно купить. Вот большая баночка, 5,600. Здравствуйте. Различные шпротики. Вижу тунец, осьминог. Ну, это уже деликатесы, которые сейчас не каждый может себе позволить. Рынок живет, просто немного преобразился. Вот, целый киоск сделали в виде книжного такого магазина. Еще на книжке, видите, можно купить выгодно различный кофе, вот таких больших объемов, оливки, оливковое масло, так, фисташки. Вот такая упаковка фисташек 400 гривен стоит. Вот, посмотрите. Вот такая поменьше 250. Сейчас скоро Новый год, и на подарки, посмотрите, какие можно купить адвент-календари Pringles. Это не везде в супермаркетах такое найдешь, но есть такие места, как книжка. Здесь это есть. Вот киндер, посмотрите, моя ладонь и киндер. Такое огромное яйцо. Различные виды шоколада тоже такой, которого нету в супермаркетах. Невозможно ходить по рынку. Кстати, вот книги тоже везде есть. Здесь есть порошки, зубные пасты. В общем, все хозяйственное для дома. Так что на книжке можно найти не только книги, хотя по сей день они здесь еще есть. Коротко вам показала, как живет книжка. Больше не покажу, потому что из-за этих генераторов можно просто сойти с ума. Я не знаю, как там люди вообще целый день находятся. Я побыла 15 минут, больше не могу. Многие из вас знают такого писателя, как Эрих Мария Ремарк. И я в
свое время прочитала все его книги, и он безумно интересно писал, и мне кажется, кто их не читал, то сейчас в такое военное время они очень актуальны по сей день. И когда-то он написал такую фразу, что в темные времена хорошо видно светлых людей. И вы знаете, это правда, потому что с началом войны, возможно, ваши близкие, возможно, ваши друзья, возможно, ваши знакомые действительно показали, кто они есть на самом деле. Потому что война действительно скрывает маски и помогает узнать, кто рядом с тобой и какой человек находится рядом с тобой. Уже послушайте, птицы поют просто как весной. Тут как раз стоит памятник Франку, і Іван Франко слухає українських птахів. Вы знаете, с началом войны в Украине люди стали более агрессивными. Иногда вот какая-то появляется у людей ненависть, злость. Люди ругаются в общественном транспорте, в трамваях, на улицах, в магазинах, в супермаркетах. Причем выплескивают свою энергию абсолютно из-за какой-то ерунды. Этого можно бы было не делать, но из-за постоянных стрессов настолько накапливается много негативной такой энергии, что потом люди друг друга одаривают ею. Этого категорически нельзя делать. Сейчас нужно наоборот всем сплотиться, наоборот друг друга поддерживать, не проявлять никому сильную агрессию. У некоторых людей появляется из-за сложной жизни зависть к другим, что кто-то живет лучше. Это все объяснимо, это все понятно. Из-за войны люди теряют дома, недвижимость, работу, деньги. Поэтому так происходит. Но нужно стараться, несмотря на все трудности, быть абсолютно другими людьми. Сколько война показала, сколько в нашей стране, сколько в других странах есть добрых, светлых людей, которые, несмотря на трудности в своей жизни, дарят добро и заботу другим. В моей жизни война показала, что близкие люди могут быть совершенно чужими и в трудную минуту могут тебя предать. Но в то же время война показала, какое большое количество добрых людей, которые приходили на помощь, когда даже не просили. Мы очень ценим наших друзей из Польши особенно, потому что когда мы уехали, мы даже не знали, что абсолютно чужие люди, которых мы никогда не видели, которых мы не знаем, сколько умеют делать добра для других и сколько могут поддерживать абсолютно незнакомых людей. Przekazuję duże pozdrowienia do Polski i po ten dzień wszystkich Was pamiętamy i bardzo cenimy to, że dla nas zrobiliście i robiście. Pozdrowienia z Одессы. От wszystkich нас, хоть в этом фильме я jedna. Слушайте, наконец-то включили свет, как раз я уже возвращаюсь, и не работают эти ужасные генераторы, потому что когда они здесь были, то идти снимать видео я просто не могла. Посмотрите, вот людей стало еще больше, чем когда я шла. Музыка играет, люди приезжают просто выпить кофе и что-то вкусное перекусить. Класс, нужно тоже взять за привычку вот приезжать сюда, немножко отдохнуть с красивым видом. Правда, сейчас похолодает, и уже это делать будет не так приятно. Всем хорошего дня и хорошего настроения. До встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока. Еще раз хочу сказать и призывать каждого делать добро. Говорят, что добро – это сила, которой обладают каждый, просто не каждый ею пользуется. Сейчас так важно помогать друг другу. Никаких ненавистей, никаких злостей. У каждого своя судьба.
Да, кто-то может быть богаче, но у кого-то может быть больше проблем. Да, кто-то может быть беднее, и у него свое. Но не надо друг другу завидовать, не надо друг другу желать чего-то плохого. И все мы проходим в жизни через свои трудности. И если вы видите людей, которым нужна помощь, сейчас отключают свет, сейчас отключают воду, пенсионерам тяжело доносить воду из бюветов домой, помогайте им. Кому-то не хватает на кассе 20 гривен заплатить за какие-то продукты, помогите ему. Сейчас так много переселенцев, сейчас так много людей, которые остались без ничего, и если у вас есть такая возможность, и вы знаете таких людей, которым наверняка нужна какая-то помощь, помогайте, потому что никто не знает, в какой жизненной ситуации может оказаться каждый в такое непредсказуемое время. Я желаю вам, чтобы каждый из вас столкнулся в жизни с настоящим добром и понял его ценность.